Здравствуйте, друзья! Сегодня мы займемся изготовлением ножа из дамасской стали. Для этого мне потребуется высокоуглеродистая сталь У10А и низкоуглеродистая СТ3. Первым делом я зачищаю полосы стали от следов коррозии. Затем отрезаю по 5 одинаковых пластин каждой стали. Для изготовления ножа из так называемого дикого дамаска нужно пластины стали соединить кузнечной сваркой, проковать, получившийся брусок поделить на части, опять соединить кузнечной сваркой, проковать и из получившейся пластины сделать нож. Пластинки стали я складываю в стопку поочередно и прихватываю по углам электродуговой сваркой. Также я привариваю держалку для удобства ковки. И получившийся пакет отправляем в горн. Нагреваем до температуры больше 800 градусов по Цельсию, посыпаем кузнечным флюсом, в моем случае это бура, и вновь отправляем в горн для нагрева до 1200 градусов. Узорчатая сталь известна с древних времен, и различных мифов о ней очень много. Но сочетание высоко- и низкоуглеродистых сталей точно придает изделию прочности. После нагрева до температуры сварки нужно быстро проковать пакет, сначала легкими ударами для удаления флюса, а затем сильными. Даже небольшой недогрев может привести к непровару. Получившуюся пластину я зачищаю с обеих сторон, разрезаю на 4 части и складываю в новый пакет. Если изначально у нас было 10 слоев, то теперь мы получим 40. Снова выполняем нагрев в горне и посыпаем бурой. Как только заготовка раскалилась до бела, я несу ее к моему молчаливому напарнику. Шлифуем, разрезаем, складываем. И вот у нас уже 160 слоев. Держалку в этот раз я приварил некачественно, так что придется держать клещами. Брусок из 160 слоев стали готов. Если сложить пополам, то будет 320. Но почему на превью этого видео написана цифра 321? Дело в том, что если такой пакет окажется на режущей кромке, то через некоторое время она превратится в микропилу, так как сталь СТ3 будет изнашиваться быстрее, чем У10А. Поэтому по центру пакета мы помещаем еще одну пластину высокоуглеродистой стали. Я шлифую брусок с одной стороны и разрезаю пополам, а сталь У10А зачищаю с обеих сторон и отрезаю. Собираем пакет, а дальше, ну вы уже знаете.
Существует большое количество видов дамасской стали. Если вас интересует этот вопрос, то настоятельно рекомендую канал Леонида Архангельского. Комбинации количества пластин и марок стали могут быть абсолютно разными. От этого будет зависеть свойство клинка и его внешний вид. И вот брусок из 321 слоя готов. Если быть честным, то пара десятков слоев пропала во время шлифовок. Но мы закроем глаза на эту погрешность. Стали получилось достаточно как минимум для 2 ножей. Я отрезаю часть и отковываю клинок. Чем ровнее в итоге будет паковка, тем меньше слоев уберется при шлифовке. Я вырезаю хвостовик для всадного монтажа рукояти. Обрезки также пойдут в дело, из них будет сделан больстер. Выполняю черновую шлифовку. Отмечаю линию будущей режущей кромки и вывожу спуски на лезвии. Приступаем к закалке. На лезвии у нас У10А, а значит нагреваем клинок до 800 градусов и остужаем в масле. Для уменьшения напряжения в стали выполняем отпуск. Нагреваем до 200 градусов и выдерживаем в течение 1 часа. Шлифую нож 40, 80, 180 и 320 лентами. Во время шлифовки клинок нужно охлаждать в воде во избежание перегрева. И он уже успел красиво заржаветь. Я шлифую и полирую нож алмазными пастами.
Больстер делаем также из нашего дамаска. Его изготовление и подгонка могут показаться простыми, но это не так. Рукоять я буду делать из стабилизированного березового капа. Все подробности о стабилизации в моем предыдущем видео. Проставки между больстером и деревом у меня из материала G10. Рукоять я склеиваю эпоксидным клеем, и спустя 12 часов можно приступать к ее шлифовке. Сначала на гриндере, затем наждачной бумагой и под конец войлоком. Чтобы проявить дамасский узор, нужно выполнить травление. Я обезжириваю клинок и погружаю его в раствор хлорного железа. И наконец нож из 321 слоя дикого дамаска готов. Если досмотрел до конца, то не забудь оставить комментарий под видео, поставить палец вверх и подписаться. Это очень помогает не забрасывать монтаж новых видео. Спасибо за просмотр!